Многие зрители старшего поколения помнят приключенческий фильм «Последняя реликвия», снятый в 1969 году на киностудии «Таллинфильм», который стал одним из лидеров проката в СССР. В фильме помимо главных героев Агнесы и Габриэля в исполнении обворожительной эстонской актрисы Ингриды Андриня и украинского актера Александра Голобородько, к нему применимо спортсмен, кстати, мастер спорта по фехтованию, и просто красавец. Так вот, помимо главных героев присутствовала и некая реликвия. Вы на канале Заметки жизни и я, Игорь Дикун. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим о реликвиях, но, впрочем, не совсем о реликвиях, хотя и о них тоже, а скорее о предметах их хранения, реликвариях. Реликварии – это высокохудожественные предметы, изготовленные из различных материалов, которые несут не только художественную, историческую, но и научную ценность. Так, самогер, реликварий слоновой кости V века, хранящийся в Венеции, это сохранившееся изображение первой Ватиканской базилики Святого Петра в Риме, построенной по указанию императора Константина. Благодаря резьбе на ней ученым удалось уточнить детали внешнего облика и убранства этого храма. Вот как киворий над гробницей Святого Петра. Посмотрите, какое совпадение на реликварии и в действительности. Реликварии не всегда в виде шкатулок или миниатюрных храмов. Это могут быть и скульптуры, например, в виде рыцаря, или бюстов святых, как из коллекции Вроцлавского национального музея. Деревянные раскрашенные скульптуры 15 века святых Андрея Первозванного, Ядвиги, о ней я рассказал в одном из предыдущих сюжетов, Эльжбеты Елизаветы и Себастьяна со стрелой. А это реликварий в виде Святой Марии Магдалины. В отверстия скульптур помещались священные предметы или мощи. И если в этих бюстах отверстия с реликвиями закрывались крышками в виде декора, как в первых двух, деталями одежды или украшениями, как у остальных, то в знаменитом талисмане Карла Великого, портативном реликварии Энколпионе, драгоценном медальоне, в котором первоначально помещались волосы Девы Марии, позже замененные на частичку Святого Креста, на котором распяли Иисуса, реликвии были видны через полированные сапфиры в виде кабошонов. По преданию, талисман был якобы преподнесен в дар Карлу Великому самим халифом Харун аль-Рашидом в 801 году, тем самым из «1001 ночи». С Карлом Великим связан и другой известный реликварий – бюст Карла Великого. Реликварий, созданный около 1350 года, в котором его голова предназначена для хранения реликвий, в данном случае по преданию черепа самого Карла Великого. Реликварий хранится в сокровищнице Ахенского собора. Выполнен из чеканного серебра и частично позолочен, украшен драгоценными камнями. Бюст Карла считается одним из самых выдающихся образцов готического ювелирного искусства и, вероятно, самым известным бюстом-реликварием из всех. Это идеализированный образ, а не портрет Карла Великого. Корона, которая старше бюста и, вероятно, была изготовлена в пражской мастерской, использовалась для коронации Карла IV и Сигизмунда Люксембургского. Бюст и реликварий Святой Дороты, в котором хранились мощи этой святой череп, из Вроцлавского национального музея, менее известен, но не менее драгоценен как с художественной, так и ювелирных точек зрения. Изготовлен из позолоченного серебра и украшен драгоценными камнями и эмалью. Для его экспозиции в музее выделена затемненная комната со специальной подсветкой и интерактивным информационным экраном, благодаря которому вы можете узнать информацию о реликвии. На овальном постаменте в медальонах были помещены мощи святых Валентина, Марфы, Фомы Аквинского, Лаврентия и послание Агнус Деи Папы Пия II. Они до сих пор находятся в реликварии. Однако остатков святой в реликварии уже нет. Сейчас они помещены в кафедральном соборе Вроцлава в реликварии Монстрации, украшенной золотой короной. В этом же соборе с 15 века находится и готический серебряный с позолотой реликварий святого Станислава с его мощами, указательный палец правой руки, находящийся внутри реликвария в виде руки. Их выставляют на обозрение прихожан в соборе,
а также проносят по старой части города по средневековой традиции, возобновленной в 1997 году. И если корона-реликвария Святой Дороты изготовлена специально для него, то для реликвария Святого Сигизмунда XIV века использована так называемая плотская корона, которой короновали князей Мазовецких. Это единственная сохранившаяся средневековая коронационная польская корона, хотя и не королевская, а княжеская. Изготовлена она в XIII веке из позолоченного серебра с чернением и украшена ажурным орнаментом, драгоценными камнями, жемчугом и золотыми фигурками людей, животных и фантастических существ. Работа приписывается венгерско-венецианским мастерам. Сам же готический реликварий Святого Сигизмунда изготовлен в 1370 году в форме бюста из частично позолоченного серебра, внутри которого находится череп святого. Чтобы не погрешить исторической правдой, на территории Польши в так называемом Шрёдском кладе, найденном в селецком городе Шрёда-Слёнска, являющимся одной из самых ценных археологических находок 20 века в Европе, была найдена корона 13-14 веков, которая, по всей видимости, принадлежала жене императора Священной Римской империи Карла IV Люксембургского, королеве Бланш де Валуа. Но вернемся к реликвариям. В коллекции Вроцлавского национального музея хранится имонстрация из костела в Намыслове. Стеклянный сосуд начала XVI века, заключенный в стилизированное изображение храма, изготовленный из посеребренной латуни, служивший реликварием для публичной демонстрации святых мощей. Самая же известная польская монстрация вот уже 600 лет находится в Кракове сокровищнице Вавельского собора и выносится на обозрение верующих только в Страстную Пятницу, накануне Пасхи и в пятнице Великого Поста. Это гвоздь с креста, на котором был распят Христос, подарен папой Мартином V в 1425 году королю Польши Владиславу II Ягелла и его жене королеве Софье, как доказательство благодарности за заслуги перед церковью, главным образом за крещение Литвы. По легенде, реликвия происходит от креста, найденного в IV веке в Иерусалиме святой Еленой, матерью императора Константина Великого. Реликвия находится в позднеренессансном цилиндрическом резервакулуме 1633-1645 годов, увенчанного короной, украшенной эмалью. Все это заключено в золотой реликварии позднего барокко в форме сияющей дароносицы, увитой терновым венком, увенчанной скульптурой ангела, держащего крест. Реликварий украшен крупными и мелкими сапфирами, рубинами и изумрудами. У подножия расположены 4 серебряных медальона с барельефными сценами страстей Господних. Начал я свой рассказ с фильма «Последняя реликвия», им и закончу. После прокатного успеха фильма в Эстонии по его мотивам выпустили 2 ликера. Женский «Агнес» крепостью 35 градусов и мужской «Габриэль» крепостью 45. К сожалению, в последний раз ликер «Агнес» выпускался в декабре 2009 года. Я пробовал оба ликера, и «Агнес» мне запомнился своим мягким фруктовым вкусом и очень ароматным букетом. А вот «Габриэль» выпускается и сейчас в несколько обновленной бутылки, и, как гласит реклама, более 20 различных специй и трав использованы для аромата натурального травяного ликера «Габриэль». Корица, яблоко, черный перец и перечная мята выделяются в его пряном букете. Мощный «Габриэль» напоминает вам о неотразимости свободного мужчины. Вот и все, что я вам хотел рассказать. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии, задавайте вопросы, с удовольствием буду на них отвечать. До свидания.